Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о настольной игре «Наше море», которую локализовала на русский язык компания Гименот. У этой игры одна из самых моих любимых тем — древние цивилизации. Ну а меня зовут Денис, вы смотрите канал Твой Игровой, не переключайтесь. На игровом поле изображена карта Средиземноморья, разделенная на провинции и моря. В каждой провинции можно найти ресурсы, монеты и товары, а также караваны, рынки, храмы и города. Игроки могут увеличивать собственные империи путем строительства караванов, рынков, городов и храмов в их собственных провинциях. Эти здания будут предоставлять игрокам новые товары и монеты. Также империя может увеличиваться благодаря захвату новых провинций. Собранные ресурсы позволяют игрокам строить новые караваны, рынки, города и храмы и увеличивать их армии или создавать новые чудеса света и нанимать новых героев. Во время партии игроки будут выступать в роли великих царей и героев древности. В партии участвуют Рим, Греция, Вавилон, Египет и Карфаген. Игроки берут вот такие вот ширмы, на которых написано, какие ресурсы они получат на старте и какие войска и где расставят на карте на старте. Очень интересный элемент игры — это планшет лидерства. На нем расположено 3 трека лидерства, и игроки будут бороться за лидерские позиции на этих 3 треках, получать их и терять. Какие у нас есть треки? Это трек торговли, трек культуры и трек военного дела. Торговое лидерство указывает на количество рынков и караванов, культурное лидерство на количество храмов и городов, а военное лидерство на количество подразделений, которые игрок имеет под своим командованием. Игроки ходят по очереди. Каждый ход игрока состоит из 5 фаз. Первая фаза — это сбор ресурсов и монет. Игрок получает ресурсы за караваны, которые он контролирует. Рядом со значком караванов есть значок ресурса, который этот караван дает. Если игрок контролирует рынок в провинции, он удваивает количество получаемых ресурсов. Монеты получаются за количество городов, которые вы контролируете. Если вы контролируете храм, то это количество монет удваивается. Некоторые герои и чудо света позволяют вам получать дополнительные ресурсы. Следующая фаза — это фаза торговли. Торговый лидер, то есть игрок, который занимает лидирующие позиции на треке торговли, берет все 3 фишки обмена и выкладывает одну из них на свободное место вот в эту область. Фишки двусторонние, на них указано определенное количество ресурсов. Например, это будет 3 ресурса, выкладываем сюда фишку, и теперь игроки должны выложить в закрытую 3 любых ресурса. Когда все игроки это сделают, начинается, собственно, торговля. Вскрываются ресурсы, и лидер торговли берет у игрока один из ресурсов, который он хочет, и кладет к себе на планшет. И дальше таким же образом игроки разбирают друг у друга ресурсы. Далее наступает фаза строительства, и лидер в строительстве определяет, кто будет строиться первым. Что может построить игрок? Города, храмы, караваны, рынки, различные отряды. Игрок может также покупать пирамиды и нанимать героев. Строительство происходит за счет ресурсов, которые накопил игрок. Что интересно, ресурсы обязательно должны быть разными. Цена на строительство указана в памятке, здесь все очень хорошо написано. Это может быть набор из 3 разных ресурсов, из 6 разных ресурсов и так далее. Все зависит от того, насколько ценную вещь вы хотите построить. Ну и также вы можете строить за монеты. Также можно строить и фишки контроля, которые позволяют контролировать новые провинции. В фазе передвижения бит военный лидер определяет игрока, который будет сражаться и передвигать войска первым. Затем лидер определяет следующего игрока, следующего и так далее, пока все игроки не походят. Точно так же, как в фазу строительства, только теперь мы воюем. Сначала игроки двигают все свои триеры, затем сухопутные войска, и они могут захватывать провинции, разрушать здания, оккупировать провинции и так далее. На море мы используем кубики синего цвета, а на суше кубики слоновой кости. Мы бросаем кубики по количеству войск в нашей армии и определенным образом затем высчитываем результаты. Кстати, некоторые герои и чудеса света могут повлиять на результат битвы, а, например, статуя Зевса вообще может заключить мир с вашим противником.
Ну нет, скорее всего, статуя Зевса не может, а вот игрок с помощью этой статуи, наверное, может. В пятую фазу игроки снова определяют лидерство на всех 3 треках – в культуре, в торговле и в военном деле. Дело в том, что во время игры, во время раунда постоянно будут меняться позиции игроков. Когда они теряют триеры, храмы, города, крепости, постоянно будут изменяться их положение. И вот в эту фазу игроки снова определяют, кто же является лидером в той или иной области. Игрок может победить в игре одним из 4 доступных способов. Он может построить пирамиды и немедленно победить. Он может нанять или построить 5 героев или чудес. Игрок может захватить или контролировать 4 столицы или выдающихся города. Также игрок может победить, став лидером во всех 3 областях – военном деле, торговле и культуре. А на сегодня у меня все, друзья. С вами был Денис. Всем пока. С любовью, канал Твой Игровой.